Павел требует суда кесаря. Через 3 дня после прибытия в провинцию Фест отправился из Кесарии в Иерусалим, где первосвященники и иудейские начальники представили ему обвинения против Павла. Они настойчиво просили Феста оказать им милость и перевести Павла в Иерусалим. Сами же они собирались устроить на пути засаду и убить его. Фест ответил: «Павел находится под стражей в Кесарии, и я сам скоро там буду. Пусть ваши руководители идут со мной и представят обвинения против него, если он сделал что-либо плохое». Проведя с ними не больше 8-10 дней, Фест возвратился в Кесарию и на следующий же день сел в судейское кресло и приказал ввести Павла. Когда Павел появился, иудеи, которые пришли из Иерусалима, стали обвинять его в многочисленных и серьезных преступлениях, но доказать их они не могли. Павел же, защищаясь, сказал: «Я ни в чем не повинен, ни против иудейского закона, ни против храма, ни против кесаря». Фест хотел угодить иудеям и поэтому спросил Павла: «Согласен ли ты идти в Иерусалим, чтобы тебя судили там, в моем присутствии, по представленным против тебя обвинениям?» Павел ответил: «Я стою перед судом Кесаревым, и им я и должен быть судим. Я не сделал иудеям ничего плохого, как ты и сам хорошо знаешь. Если я виновен и заслужил смерти, я готов умереть. Но если обвинения, выдвигаемые иудеями против меня, ложны, то никто не имеет права выдать меня им. Я требую суда Кесарева». Переговорив со своим советом, Фест объявил: «Раз ты потребовал суда Кесарева, то к Кесарю и отправишься». Павел перед царем Агриппой. Несколько дней спустя в Кесарию навестить Феста прибыл царь Агриппа с Вереникой. Они провели там несколько дней, и Фест говорил с царем о деле Павла. «Здесь есть человек, оставленный в темнице Феликсом. Когда я был в Иерусалиме, иудейские священники и старейшины выдвинули против него обвинение. Они просили осудить его. Я же им сказал, что не в обычае у римлян выдавать человека до того, как ему будет дана возможность встретиться с обвинителями лицом к лицу и защититься. Они пришли со мной сюда, и я сразу на следующий же день сел в судейское кресло и приказал привести этого человека. Встав вокруг него, они не обвинили его ни в одном из преступлений, о которых я предполагал. Но у них был спор по вопросам, касающимся их религии и некоего Иисуса, который умер, но о котором Павел заявлял, что он жив. Я не знал, как мне расследовать это дело, и спросил его, согласен ли он идти в Иерусалим и там предстать перед судом. Павел же потребовал рассмотрения его дела императором, и я приказал держать его под стражей, пока не отошлю его к кесарю. Агриппа сказал Фесту: «Я бы сам хотел послушать этого человека». «Завтра же услышишь», — ответил Фест. На следующий день Агриппа и Вереника с большой пышностью вошли в зал суда с командирами римских полков и знатными людьми города. По приказу Феста ввели Павла. Фест сказал: «Царь Агриппа и все присутствующие, вы видите перед собой человека, на которого все множество иудеев жаловалось мне и в Иерусалиме, и здесь, в Кесарии, крича, что он не должен больше жить. Я же не нахожу в нем никакой вины, за которую он был бы достоин смерти. Но поскольку он потребовал суда у императора, я решил отправить его в Рим. Но у меня нет ничего определенного, что я мог бы написать государю, и поэтому я вывел его к вам, и особенно к тебе, царь Агриппа, чтобы в результате допроса я знал, что мне написать. Я думаю, что неразумно посылать заключенного, не указав, в чем он обвиняется».